Сегодня 14 февраля, День Святого Валентина, День всех влюбленных. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что этот праздник отмечают, наверное, по всему миру. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами в этот день тоже поговорили о любви. Именно поэтому я обратилась к нескольким своим подругам и попросила их ответить на два вопроса. Во-первых, я попросила их рассказать самую романтичную историю, которая случалась в их жизни. А потом я попросила их ответить на вопрос, что такое любовь, по вашему мнению. И, конечно, я сама тоже отвечу на оба вопроса. Приглашаю вас посмотреть, что получилось. И прежде чем мы продолжим, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Так работают алгоритмы YouTube. Если вы хотите поддержать меня и мою работу, то поставить лайк, написать комментарий и подписаться – это лучший способ это сделать. Смешная романтичная история в моей жизни произошла со мной не так давно. За мной ухаживал один молодой человек, и однажды он пригласил меня к себе домой на ужин, который собирался приготовить для нас самостоятельно. Но был очень интересный факт про молодого человека. Он не умел готовить, от слова совсем. Не умел даже пожарить себе утром яичницу. Поэтому ужин был приготовлен, я его попробовала, есть было невозможно, но я его поступок оценила и съела весь ужин. Съела весь ужин с большой благодарностью, потому что проявление заботы, наверное, через дела, которые не умеет он готовить, но старался как мог. Старался как мог удивить и удивил. Романтичная история в моей жизни случилась 7 лет назад. Самое романтическое событие — это знакомство с моим мужем. Познакомились мы в Нью-Йорке. Я приехала тогда в Нью-Йорк туристом, развлекаться, отдыхать, немножко работать. Не рассчитывала ни на какие серьезные знакомства, не хотела ни с кем связывать свою жизнь, хотела развлекаться, веселиться, пить вино и ничего не делать. В один прекрасный день я пошла на ужин с таким интересным человеком, с которым мне захотелось пойти на ужин на следующий день, потом пойти с ним в музей, потом пойти с ним вместе на пляж. И 3 дня спустя после знакомства мы лежали на пляже на Брайтон-Бич, и мой будущий тогда муж спросил меня, может ли он приехать навестить меня в Петербург. Я засмеялась, сказала: конечно, приезжай в любой момент, когда хочешь, для тебя всегда открыты двери, я буду тебя рада видеть. Дежурные фразы, которые мы обычно говорим иностранцам, которые проявляют интерес к нашему родному городу и, в общем-то, сказали и забыли. Мы продолжили общаться, мы продолжили ходить гулять вместе, и через неделю или через 1,5 после моего отъезда мы созвонились по скайпу, и этот молодой человек сказал: я купил билет в Петербург. И с этого началась наша история совместной жизни, которая продолжается. И сейчас я записываю эту историю из детской комнаты нашей 2-годовалой дочки. Когда мне было 19 лет, я была влюблена в парашютиста. И однажды мы решили прыгнуть с парашютом вместе. И я тайно ушла рано утром из дома в 5 утра, пока мои родители еще спали и не могли меня остановить, хотя я знала, что они были очень сильно против этого мероприятия. И я сбежала из дома, мы поехали на электричке далеко от города, в котором я жила, на место, где прыгают с парашютом. И это была очень романтичная история, когда мы сидели в самолете с парашютами за нашими плечами.
и потом прыгали с высоты 3000 метров. Нет, это неправда. С высоты 800 метров. Но это был не тандем, это был одиночный прыжок. И потом после приземления было столько эмоций и чувств, и поцелуев, что я до сих пор не могу забыть эту историю. Считаю, что она была самой романтической в моей жизни. Одна из самых романтичных историй в моей жизни случилась, когда мне было лет, наверное, 16. Однажды рано утром молодой человек, с которым мы учились в одной школе, и мы дружили, вскарабкался ко мне на балкон и оставил мне букет цветов. А мы жили на минуточку на 3-м этаже высокоэтажного здания. Но, правда, прямо под моим окном находилась аптека. Так что он сначала вскарабкался на крышу этой аптеки, то есть на 2-й этаж, а потом по балконам вскарабкался на 3-й этаж и втыкнул в окно балкона, которое было приоткрыто, букет сирени. Я проснулась рано утром, увидела цветы, невероятно, конечно, удивилась, но потом поняла, от кого они были. С тем молодым человеком романтических отношений у нас не случилось, но этот эпизод я до сих пор вспоминаю как один из самых приятных в своей жизни. Любовь – это в первую очередь партнерство, уважение и приятие во всем и всегда. 100% работа обоих. Мне кажется, что для всех людей любовь проявляется по-разному, и у каждого любовь какая-то своя. Для меня любовь — это чувство тепла, чувство комфорта, чувство близости к кому-то. Это чувство схоже с ощущением, которое ты испытываешь, когда сидишь перед камином, укутавшись в теплый плед, и пьешь горячий вкусный чай. Думаю, что у любви много определений, но мне кажется, что одно из определений любви – это когда ты идешь на компромисс ради другого человека, и тебе от этого радостно, потому что ты знаешь, что другому человеку будет хорошо. Мне кажется, что любовь – это когда ты хочешь доставлять радость другому человеку, и тебе самому от этого еще лучше. Любовь — это когда садишься на самолет, чтобы лететь на свидание, а потом танцуешь танго всю ночь в незнакомом городе. Вот так, друзья. Надеюсь, что вам было интересно послушать эти истории. А теперь я хотела бы попросить вас в комментариях рассказать о самой романтичной истории в вашей жизни. Пожалуйста, напишите, мне и другим подписчикам этого канала будет очень интересно прочитать ваши истории. И если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Вот и все на сегодня. С Днем Святого Валентина! До новых встреч! Пока-пока!